Учеба – это не просто процесс, а ключ к вашему будущему. Но что, если вы учитесь неправильно и тратите время впустую? Если ты кликнул на это видео, значит, ты хочешь узнать, как получать идеальные оценки. Ты на правильном пути. Большинство людей часами забирают материалы, но так и не добиваются реальных результатов. Я тоже была одной из этих людей, но с тех пор, как я узнала этих секреты, я стала одной из лучших в классе. Настало время изменить правила игры. Перенастройте свое мышление. Я училась в день 10 часов. Я училась до 2 часов ночи. Для меня это неэффективный способ. Лучше учиться 2 часа и получать такие же результаты, если даже не лучше, чем тот студент, который учился 10 часов. Потому что давайте быть честны. Если вы хотите стать тем самым идеальным учеником, вы также хотите уделять времени и другим секциям и занятиям. Как вы будете успевать на все это, если будете учиться весь день? Вы должны осознавать, что время, потраченное на учебу, не равно полученному знанию. Закон Паркинсона. Это о том, чтобы ставить цели и дедлайны. Например, если вы готовитесь к экзамену по математике, не делайте это весь день. В тот день просто максимум дайте себе 2 часа, чтобы учиться. Потому что если вы уделите слишком изнуряющее время, вы просто его потеряете. То, что вам надо, это покороче учебного времени, и тогда вы узнаете то, что учитесь в 10 раз быстрее. Дайте себе меньше времени, чем вы думаете. И если не успеваете, добавьте чуть-чуть времени. Но вы не можете вернуть себе то время, что потеряли и учились неэффективно. Заметка. Делайте четкие дедлайны, но чтобы они были реально достижимыми. А не «я сейчас закончу 100 математических уравнений за 30 минут». Пассивное обучение. Я считаю, что пассивное запоминание – это самый ужасный метод обучения. Пассивное обучение – это то, что делают многие. Открываем книгу или текст и записываем все заметки на тетрадку, а потом говорим: «Вау, я сегодня так эффективно получилось, что у меня есть 10 страниц конспекта». Но давайте честно, вы от этого хоть что-то запоминали? Я вот лично нет. Активное обучение. А самый эффективный способ обучения – это активное запоминание. Или активное обучение, не знаю. Это когда, обучаясь, проходите тесты и потом, проверяя себя, смотря правильные ответы, запоминаете их. Ведь согласитесь, когда мы обучаемся и задаем себе вопросы, запоминаем их куда лучше. И еще есть вероятность того, что ваш учитель задаст вам точно такой же вопрос, как на тестах в интернете. Наш мозг вспоминает информацию лучше, когда отвечает на вопросы. А что, если нет тестов для практики? Первое – создать самому. Обучаясь, задавать себе вопросы. Или же попросить искусственного интеллекта создать вам, собственно говоря, тесты. Ребят, это вещь, о которой никто не говорит, но это очень мощная техника. Надо использовать искусственный интеллект по полной и в пользу, а не для того, чтобы просто списывать. Учиться весело. Учись весело, как играешь в игру. Сейчас, в век современных технологий, есть разные виды игр. Эффективных методик через игру. Например, моя любимая игра — это Quizlet. На одной стороне вопрос, а на другой правильный ответ. И с помощью вот этих вот всех карточек перемешанных ты запоминаешь намного лучшую информацию и есть намного больше вероятности стать отличником. Фокус. Также фокус – важный пункт. Без него вы никуда не пойдете. В наше время трудно удержать фокус, когда есть разные отвлекающие факторы. Но есть одна хитрость. Превратите эти отвлекающие факторы в награды. Все, что вам следует сказать себе, это: если я сделаю эту задачу по математике, то смогу посмотреть этот ролик на YouTube с мороженым. И это работает превосходно, так как вы тренируете свой мозг делать сложные вещи и быть за это вознагражденным. Приятная атмосфера. Также создайте себе атмосферу, чтобы было легко сфокусироваться. Например, я ставлю таймер на определенное время, и каждый раз, когда хочу отвлечься, смотрю на него и осознаю то, что осталось немного времени. Также на многих людей действует очень эффективно то, что когда они ставят свой телефон на режим «не беспокоить». Таким образом, когда они работают или учатся, к ним не приходят разные отвлекающие уведомления, и они работают более сконцентрированно. Еще полезно держать рабочий стол и комнату в чистоте. Это создает комфортную обстановку. Получение оценок не должно быть таким сложным процессом. Я уверена, если вы будете соблюдать эти пункты на этом видео, то станете академическим гением. Я надеюсь, что в этом видео вы получили много полезностей. До скорой встречи в следующем видео.